Итак, давайте разберемся. Пандемия 2020. Зло это или зло во благо? Есть привычные и даже приевшиеся катастрофы, от которых общество десятилетиями стыдливо отводит глаза. Ежегодно несколько десятков тысяч наших соотечественников умирает с диагнозом пневмония. Просторечное воспаление легких. Оно охватывает целый спектр тяжелых недугов, борьба с которыми далека от успехов. И этот спектр, он постоянно пополняется новыми разновидностями, которые при появлении зачисляются в атипичные. В титульной статье в Википедии содержится признание: в настоящее время для клинической практики различия между атипичными и типичными пневмониями не играют никакой роли. В официальной мировой статистике смертности болезней легких занимает 4-е место, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии и недугам системы пищеварения. В общем, пневмония протекает тяжело, и смерть от нее, к сожалению, мучительна. Достоверная картина, которую собрали на основе 25 международных обзоров по проблеме пневмонии, опубликованных в 2013-2015 годах, говорят нам о своеобразной верхушке пульмонологического айсберга, в подводной части которого тысячи публикаций, отражающих развитие медицинских исследований и мировую клиническую практику. А в ней, в частности, указано. Слушайте внимательно. Более 1,5 миллиона человек взрослого населения страны ежегодно переносят пневмонию. 1,5. В лечебные стационары страны поступает около 400 тысяч человек ежегодно, а своевременно диагноз пневмонии не ставится приблизительно у, внимание, 1 миллион человек. И следует подчеркнуть, что за последние 2 года смертность от пневмонии становится все выше и выше. Например, в 2014 году по статистике умерли от пневмонии чуть больше 40 тысяч человек. Это втрое больше, чем умерло советских солдат за 10 лет афганской войны. Ну, вдумайтесь, 3 афганской войны ежегодно умирают от пневмонии. По статистике 40 тысяч, более 40 тысяч людей. В общем, среди многих ветвей и разновидностей воспаления легких выделяется пневмония, связанная с введением искусственной вентиляции легких, так называемая VAP. Из известных форм пневмонии она наиболее тяжело проистекает, и при них отмечается наиболее высокий процент смертельных исходов. Привет тебе, Илон Маск, хайпующий на вентиляторах для легких и аппаратах Тесла, которые станут причиной смерти множества пациентов. Ну, правда, это не точно. В общем, это, пожалуй, единственная хорошая новость на сегодня, что это не точно. Медицина, кстати, признала этот факт. И созданный 8 апреля клинический комитет, в который вошли главные врачи московских коронавирусных стационаров, они предложили нелегкое, но выношенное решение отказаться от разделения больниц на коронавирусные и предназначенные для лечения пневмонии. Официальная позиция властей и средств массовой информации данный факт не признала. Если из вала публикаций про коронавирус попробовать отжать лирику, оставив просто статистику, то непрофессиональному взгляду открывается достаточно неожиданная картина. Похоже, пресловутая пандемия ни качественно, ни количественно пока не выделяется на фоне ежегодных эпидемиологических волн ОРВИ. Эврика это? Или то, о чем врачи умалчивают? Или умалчивают те, кому это выгодно по каким-то причинам? Да, давайте-ка об этом сейчас по порядку. Итак, приготовьтесь. Первое. Смертелен не сам вирус, а возможные осложнения после инфекции, после вирусной инфекции. Второе. К спектру вирусов-возбудителей ОРВИ, ежегодно пополняемому, под Новый год причислен еще один коронавирус. А вы раньше, кстати, считали, сколько их было, этих атипичных видов? К числу разнотипичных легочных осложнений добавилось нетипично атипичное. А правда, что сейчас считать типичным-то? Цифры смертности
пока в прежнем сезонном интервале, все еще. В общем, а что, собственно, нового-то произошло? А вот и произошло, но не там, где вы думали. Новое, во-первых, в том, что взгляд человеческого сообщества стал значительно острее. Диагностическое оборудование, знаете ли, и другие вещи. Сейчас посмотрим вместе. Итак, подобно усовершенствованному микроскопу, он на ходу технологично выхватывает в мутноватом облаке ОРВИ и пневмонии новые подробности и процессы. И подобно мощному телескопу, навскидку складывает из них глобальные мозаики. Только вот к новой оптике пока приделаны старые мозги, или очень плохие мозги, или не мозги вовсе, а скрепы. Ну и так далее, неважно. И общество тоже приделано к этому телескопу, вооруженное этой оптикой, общество, которое ведет себя как впечатлительная барышня. Вот вы же и сами видите это. Вы же видите, что происходит. Да? И вот тут, внимание, на таких впечатлительных барышень опирается прогресс не только медицины и не только милосердия, но и мощных игроков передела влияния. Во власти, в криминале и во всяких других делах. Это не важно. Это, конечно же, не точно. Но все ведь это было ведь и раньше. Всегда так было и всегда так будет. Но вот далее будет про то, чего, внимание, никогда не было. Слушайте внимательно. Блогеры. Блогеры. Они, пусть даже в циничном стремлении накрутить себе рейтинг, да-да, невольно разодрали завесу, скрывающую этот кошмар легочных стационаров. Да-да, в этих стационарах каждодневно страдают и гибнут мучительной смертью наши близкие. Помните, да? 40 тысяч людей каждый год. Так же, как страдали и умирали они все эти годы. Человеческий лес шумел, мы ранее не обращали внимания, ведь мы же знаем, лес рубит и щепки летят. Статистика такая. И мы просто не интересовались ей. И точка. Мы жили, занимались своими делами, у нас все было хорошо. Не читали мы про 40 тысяч людей, которые погибают каждый год от пневмонии. Но есть таки одна новизна, которую интересно будет осознать. Эта новизна очень похожа на ситуацию, ну как на войне. Да? На войне лечат только легко раненых, а тяжело раненые обречены на умирание. Новизна в приоткрывшейся жестокой реальности Института современной медицины, где едва ли не каждого одиночного больного сегодня, в общем-то, уже можно спасти и выходить. А вот многих и сразу затруднительно. А всех, да это просто экономически невозможно. И технически. Я задам сейчас вам этот вопрос. Вот у вас есть, например, выбор, от чего умереть? От суицида или от воспаления легких? Что вы выберете? Что за глупый вопрос, скажете вы? И вот и нет, не глупый. Например, шведы не вводят ограничений. Ну, кроме обычных гигиенических и так далее. Причина. А просто шведские ученые посчитали, что от стресса и паники и падения уровня доходов умрут в 10 раз больше людей, чем от пневмонии. Как это? Но вернемся сейчас в Россию. В России решили иначе. Россия решила включиться в гонку коронаснижения экономики. Да-да, коронаснижения экономики. Выбор есть выбор. Тут мы увидели игру и некий так называемый прихоть случая, подталкиваемый под руку бардаком и несправедливостью, который кидает кости. Кому быть, а всем прочим, к сожалению, не быть. Надеюсь, места в больницах хватит всем. Сколько совершат суицид или получат пожизненные травмы психики, в общем-то, это уже и не важно, потому что это не войдет в статистику победных рапортов генералов. Полководцы победят. Коронавирусная зараза будет побеждена, я в этом уверен. А электоральной ненасытности будет скормлен обеднение страны и способность создавать свободы и защиты от злоупотребления властью и контролем. Обнуление по всем фронтам,
Да, ну почему? Да просто так совпало. Как и в 1917 году. Там тоже просто совпало. Что-то как-то часто выпадают нам такие редкие расклады. Черные лебеди тяжелых совпадений. Вот тут мне потребуется выдохнуть. Но главная новизна в том, что ничего нового, собственно, не обнаружилось. Я давно уже насмотрелся сериала «Черное зеркало», читал очень много книг и отказался считать пандемию 2020 черным лебедем, поскольку ее сюжет не только вполне предсказуем, но уже, в общем-то, неоднократно предсказан футурологами. Нынешний сценарий стал достаточно стандартным сценарием фильмов катастрофы фантастического ширпотреба. Да-да. Только вот сегодня пишут, никто уже давно не читает. А считать умеет, лайки что, разве что. В общем, слово более не полководец человеческой силы, ребят. Социум, направленный невидимым двурушничеством рынка и власти, потерял невидимую голову. А имел ли он ее? Не знаю. Гражданское общество в круговую обложилось дерьмом собственной благосферы и облажалось в роли ответственного за картину мира. Одинокое государство, не видя ничего, кроме собственного носа, рулит воображаемой страной, как кабачковой икрой населения, которую надобно оберегать от порчи. Методом съедания, в лучшем случае. И не давать расползаться, и еще, конечно, отслеживать подати. И что теперь? А что через год? Через год всем сделают прививку дженериком китайской коронавакцины, если не изобретут другую, и благополучно забудет о передрягах 2020 и займутся латанием прорех в бюджете. И мрачный год, в котором пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва ли оставит память о себе. В истоках и смысле русского коммунизма Бердяев продолжил известную мысль Гёте о силах зла, творящих добро. Интересно, да? Он писал: в нашем греховном злом мире оказывается невозможным непрерывное поступательное развитие. Слишком часто, писал он, бывает так, что в обществе не находится положительных, творческих, возрождающих сил, и тогда неизбежен суд над обществом. Тогда происходит разрыв времени, наступает прерывность, происходит вторжение сил, которые для истории представляются иррациональными. И тогда добро осуществляется, внимание, и тогда добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории. Берегите себя, берегите своих близких, свой город, свою страну, любите друг друга. Все будет хорошо.